Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 3 по 9 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз, расклад не может обрисовывать вашу личную ситуацию или обстоятельства, в которых вы находитесь. Но мы рассматриваем альтернативные варианты развития событий. И у нас будут две колоды Таро Висконти Сфорца и Оракул Ленорман. С него мы начнем. Достанем одну карту, узнаем, на что обратить внимание или, что, может быть, наиболее проиграется, что будет стоять на повестке дня. Какая сфера жизни или какие события, да, про неделю. А потом раскроем на картах Таро, как они видят для вас. Итак, что нам для весов подскажут карты Оракула? Ух ты! Карта букета, карта приятного общения. Карта больше, кстати, она говорит где-то и про деловое общение. Или, в принципе, много, знаете, будет информации в нашем пространстве. Но чаще это, знаете, хороший настрой, что-то позитивное, какой-то подарок, вполне вероятно. Или, знаете, какая-то благодарность. Может быть, вы что-то сделали хорошо, и нам человек захочет нас буквально, может быть, отблагодарить или в чем-то помочь, проявит участие. Вообще, это больше повседневные дела и много общения, как я уже сказала, очень карта символично показывает, да, нам букет и корзинка. И цветы там совершенно разные, вот такие разные люди могут быть в нашей жизни. Может быть, это будут люди, которые говорят на разных языках. Все зависит от того, в какой обстановке вы находитесь. Иногда вот для девушек, для женщин это может быть какая-то личная жизнь, как подарок партнера. Или пусть это не подарок, а это какое-то доброе участие, душевность, знаете, забота может быть о вас. Это может быть занятие собственным имиджем. Почему нет? И очень хорошо. А знаете, внутренняя какая-то наполненность. Именно в хорошем смысле, потому что вот как разные цветы в букете, мы словно чувствуем, что у нас много возможностей. Вообще на отношения, любые отношения, как и в личной жизни, можно сказать, и деловая сфера тоже. Это отчасти дипломатами, а это как раз ваша сильная сторона, что вам очень даже соответствует. Мы можем со всеми договориться. Это может быть и, знаете, как возвращение или напоминание, может быть, о себе, далеких родственников, каких-то друзей, появление в нашей жизни новых людей, как и новые знакомства, так это может быть, кстати, и примирение, когда мы можем спокойно проговорить какую-то проблему, или, может быть, это и не проблема вовсе, а мы поссорились из-за пустяка, так тоже бывает. А здесь мы можем в спокойном состоянии души, друг другу как-то сказать и прийти к какому-то общему знаменателю. Может быть, если вы человек творческий, то для вас тут вообще какие-то грани вашего творчества, как особенное вдохновение, так, кстати, и может быть вопрос меценатства. Тот, кто может поддержать ваш проект, кому будете и вы лично интересны, и ваше творчество тоже. И если мы говорим про деньги, опять же, корзина с цветами полная, да, вот как будто деньги нам тут тоже обещаются. И, знаете, мы откликаемся на какие-то, в принципе, предложения на этой неделе. И вот все, что к нам приходит, мы как будто аккумулируем, собираем, а потом будем уже разбираться. Очень хорошо проигрываются все то, что мы делаем для улучшения собственного здоровья в плане профилактики. И по поводу, кстати, черной луны, Лилит, я оставила во вкладке сообщества на канале ссылку на мой сайт и на мою статью, которая как раз в соединении черной луны и Венеры описывает те состояния по разным сферам жизни, которые у нас могут быть. Кто-то и не прочувствует, но, в принципе, как это может проиграться. В последующем я напишу, что это будет во взаимодействии с Солнцем. Но есть еще и, если вы не смотрели ряд видео для всех знаков зодиака именно по черной луне, тоже можете посмотреть. Итак, на картах Таро. Неделя с 3 по 9. Что важно знать? Чего не избежать? Или неожиданности? Чему сейчас не время или что нам может помешать, а что нам будет помогать?
И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергии смотрим в целом, финансы. Хотя уже по одной карте букета нам говорят, да все будет отлично. И личная жизнь. Но мы ж любопытные, правда? Мы все равно узнаем. Что важно знать? Правда, вот какие-то предложения, новости, знаете, больше позитивного настроя, и у нас это паж жезлов, это какие-то все равно с элементом новизны или начинания, или даже если вы продолжаете заниматься каким-то своим делом, уже привычным, значит, вокруг вас, мои дорогие весы, будут изменения в обстановке, обстоятельствах, и значит, даже привычное дело, но как будто обновлять придется. Или какие-то новые факторы, может быть, обстоятельства, которые тоже нас вынуждают что-то изменить или самим измениться. Или, в принципе, какая-то новость, как предложение приходит и нужно принимать. Но надо сказать, по этой карте всегда, знаете, такой, бодрость духа идет. И вот идет еще то настроение, когда мы с чем-то занимаемся или взаимодействуем, или с чем-то, или с кем-то, но чаще эта тема какая-то проигрывается или дело. Так вот, мы с удовольствием это делаем. И значит, где-то нам уже карта говорит о хорошем настроении. У кого-то буквально могут проиграться вопросы, связанные с вашими детьми, подросшими даже детьми, кстати, тоже. Но вот давайте пойдем дальше, и мы узнаем, чего не избежать. Решение финансовых вопросов. И правда, у нас идет Венера во Льве. Она 4 июня туда вошла, и она пробудет там аж до 9 октября. То есть период такой долгий. И первое, что у нас выходит, точнее две сферы, это отношения, любые, личная жизнь и взаимоотношения, может быть, в социуме, на работе. И финансы, безусловно. Вот здесь как будто будет, с одной стороны, это может проигрываться как нехватка денег, правда, и вы будете озадачены тем, где, может быть, взять деньги, или, есть недостаток, может быть, кого-то не устраивает ваше жалование по месту работы, и вы тоже вполне вероятно на какие-то новые берега будете смотреть или искать их именно с целью, чтобы изменить свое финансовое положение. Для кого-то из вас это может проиграться, чего не избежать. По пятерке пентаклей проходят не только деньги, проходят точнее, а еще и холод во взаимоотношениях. И вот как раз вот это примирение как раз и может состояться с учетом карты букет. Причем в любой сфере из жизни. Где-то по Венере, вот те или та ось взаимоотношения, финансы, чего не избежать. Какие-то вопросы вот по этим двум сферам явно для вас выйдут на первый план. Или чего мы не избежим, может быть. Знаете, я бы сказала еще так. Ведь сама по себе эта карта мелкая. То есть она не несет в себе какого-то глобального значения. Поэтому, мои дорогие весы, я ее рассматриваю, что это какая-то возможность как раз. Если вы захотите, то и помиритесь. А если вам где-то потребуется найти деньги, значит, они к вам придут. Как раз больше позитива. А чему сейчас не время? Знаете, карта звезда, прекрасная карта, но это карта выбора правильного направления на десятилетие. И, видимо, знаете, как с одной стороны это еще и расстояние проходит, расстояние по времени и по километражу. Может быть, не время куда-то далеко отправляться, не время что-то откладывать на потом, мои дорогие, не время думать, что потом решатся как-то сами вопросы. Здесь все-таки мы держим руку на пульсе, у нас благоприятный период, поэтому сделать надо как можно больше для себя чего-то хорошего. И по этой карте может быть такое состояние, нам и карта-то букет говорит, что настроение будет хорошее, может захотеться где-то, знаете, так, расслабиться. А вот как будто вот этому тоже не время. И, может быть, не время, знаете, словно загадывать на какой-то большой период времени. Если вам что-то обещают, что что-то там потом вот, да, получится, или как будто может быть такое предложение, например, это сейчас ты потерпи, у тебя все плохо, а вот потом, вот этому не время тоже, между прочим, поэтому розовые очки какие-то не одеваем, чтобы не оказаться в какой-то пятерке пентаклей потом. Вот этот момент тоже учтите. Хотя сама по себе карта не несет, опять же, чему сейчас конкретно не время. Могут быть задержки, вот какие-то, это да, могут быть, потому что
или документ какой-то будет не сегодня готов, а, предположим, завтра, или там, ну, вы пришли, допустим, были записаны на прием к какому-то чиновнику, а он заболел или он отсутствует по какой-то причине. Ну, вот такие вот какие-то отсрочки небольшие, они как будто могут быть. И если даже они есть, допустим, да, вот у нас какая-то пауза в день идет или в часы, то карта-то говорит, что ты все-таки этот вопрос решай. Ты не оставляй его на потом. То есть, значит, или в другие двери попробуй войти, или через другого человека попробуй решить. То есть, все-таки больше мы тут больше возможностей, так и свои планы воплотить в реальность. Поэтому вот благоприятный период в целом. Что нам будет помогать? Когда мы не действуем по шаблону, когда мы вообще освободимся от каких-то стереотипов, оставим все какие-то обиды в прошлом, кстати, какие-либо недоразумения, или сами для себя, это десятка мечей, может быть, была какая-то ситуация в прошлом, которая, ну, нам так покоя не дает, может быть, ситуация эта сама закончилась, нам об этом говорит карта, а переживания какие-то могли остаться. И карта настойчиво говорит, все, не оглядывайся назад. И какие-то шаблоны, они уже теперь не работают. Поэтому, как может быть, как совет для кого-то к внешнему виду, если мы переходим, да, по карте букет, может быть, стереотипное мышление о вас сломать, вот что-то в себе поменять. Прекрасно. То есть все то, что нам помогает где-то избавиться от прошлого, от каких-то, как кармические уроки, да, какая-то ситуация, которая в нашей жизни, может быть, повторяется. Кстати, по черной луне как раз и проходят эти уроки из прошлого, когда повторяется, и мы думаем, да когда это закончится. То есть вот одна какая-то ситуация, то тут вот мы можем как раз завершить именно потому, что мы меняем отношение наше к этому. Одним словом, от любого балласта, мои дорогие, избавляемся. Дела, работа, бизнес. Много информации, нам еще раз выпадает пятерка жезлов, и это сам по себе как информационный хаос. Причем, видимо, ваша логика, рационализм, где-то и дипломатия не без этого, потому что сразу идет совет по пятерке жезлов. Держись сторонним наблюдателем. Много людей. Не просто даже информация, которая какая-то хаотичная может быть. Может быть и в обстановке, которая вас окружает. Утром одна новость пришла, в обед другая, а вечером пришла вообще две предыдущие отменяет и что-то другое там уже говорит. Вот так послезавтра и еще что-то поменяется. Вот где-то неделя вот в таком, ну, быстрой смене событий, в таком колесе будет. И поэтому определиться рационально будет сложно. Но мы как будто информацию эту должны так или иначе проработать. И вот как раз по Лилит, кстати, тайна становится явным. Мы по этой карте можем узнать какую-то тайну. Бывает, что проигрывается то, что мы чего-то скрывали, то тоже может выйти на поверхность, но для вас более позитивный как раз период этой недели, поэтому я думаю, что не будет каких-то особых проблем. Единственное, что нам говорят, мы сами можем как искать информацию, и мы ее найдем нужную. С другой стороны, не включаться в вопросы, которые, ну, не совсем нам туда надо, или не стоит этим заниматься. Люди могут на нас воздействовать таким образом, пытаться приобщить к чему-то, или могут выдавать желаемое за действительное, могут говорить, что это для тебя будет какой-то супер проект. Вот тут нам уже второй раз об этом говорят, а нам нужно рационально определить, есть смысл этим заниматься или нет. Потому что тут больше, когда кому-то это нужно. Поэтому будьте, как и где-то интуитивны, рациональны и умейте работать с информацией. Но вообще это все ваши сильные стороны. Поэтому просто сам по себе период, наверное, может быть турбулентный несколько. Некогда будет скучать, мои дорогие весы. Это правда. Что у нас с финансами? Как раз с финансами могут быть и как у кого-то работа на двух работах, да, в двух направлениях, или деньги из двух источников. Правда, может прийти какая-то помощь буквально, или человек какой-то откликнется, или это мы уже будем пытаться с чем-то одним определиться. У кого две работы, точно вы захотите что-то оставить одно, потому что много сил уходит и в двух направлениях, или сидеть одновременно на двух стульях, иногда так бывает,
тоже сложновато. Но если мы нуждаемся в помощи, безусловно, по всем этим картам мы ее находим. Но карта сама по себе больше говорит, что ты должен выбрать все-таки какое-то определенное направление. Но сказать, что на этой неделе мы отказались от какого-то одного, то нет. Это мы словно прицелиться можем, обдумывать можем, да. Но на этой неделе мы еще каких-то вердиктов явно не выносим. Здесь я бы сказала, наоборот, для нас в плюс будет как раз получение денег из двух источников. И у кого сейчас один, значит, может быть, или ваш партнер, может быть, какие-то бонусы финансовые получит, либо это вам кто-то откликнется помочь, либо дополнительно может быть премия какая-то. Но есть тут два источника дохода, и у каждого этот вариант может проиграться по-своему. Что у нас в личной жизни? Карта императора, правда, вам могут прийти конкретно на помощь, и для кого-то это может быть ваш партнер по браку, или человек, может быть, партнер по бизнесу, почему нет. Кто-то, конечно, будет даже, вот смотрите, это ведь у нас император, это статусная карта. Для кого-то могут быть какие-то предложения по личной жизни в плане, если вы какое-то время встречались, была дружба, вы начнете говорить или разговоры по поводу того, чтобы де юре оформить ваши отношения и изменить статус. Для кого-то из вас изменение статуса по работе. Вот мы говорим с новых начинаний. Для кого-то из вас, начав какое-то дело, вы себя зарекомендуете, вас заметят. И тоже какой-то бонус может быть в плане карьеры, продвижения по лестнице, иерархии. Все-таки статусная карта у нас выпадает. И надеемся, это мы сами на себя, правда, от начала до конца. Может быть, кстати, я сказала про вопросы имиджа, сломать какой-то стереотип. Точно, с учетом карты императора, уделить время самой себе. Идеальная неделя. Мы должны как будто соответствовать статусу. Или у вас в последующем, может быть, будет такая возможность как бы, да, себя явить словно миру, чтобы, может быть, у людей, которые вот стереотипно, опять же, мыслят в отношении вас, вот этот шаблон тоже сломать. Для нас это тоже в плюс. Поэтому все то, что улучшает наше благополучие, статус, планы на этой неделе, прекрасно. Есть, по крайней мере, возможности. Действия зависят от нас, потому что император, опять же, если мы про энергетику, он надеется сам на себя. Он понимает, что обстоятельства вокруг, они все время в каком-то хаотичном движении. Все время что-то меняется. Но у него есть план, у него есть цель, намерение. И он просто корректирует планы в зависимости от обстоятельств, которые вокруг него крутятся, складываются, меняется что-то. Он все равно все это подстроит под свое «хочу», под свое благополучие, как он считает правильным. И вот у вас на этой неделе ровно такие же возможности. И хоть и выпала эта карта на личную жизнь, и для кого-то это может означать, когда буквально ваш партнер, может быть, тоже у него какие-то перемены на работе, как и в плане денег, да, дополнительная сумма, так и, может быть, он получил какую-то должность, и это будет косвенно влиять и на вас. Но личная жизнь это у нас не только про любовь, это еще и наши какие-то амбиции, поэтому это еще и для вас какие-то новые возможности. И главное увидеть, понимаете? Вот, может быть, поэтому нам тут несколько карт уже и сказали, что и на потом мы как будто не откладываем. Значит, если что-то застопорилось, как будто есть возможность сделать по-другому, с какого-то другого захода, через другие двери других людей. И не упустить время, и что-то для себя сделать настолько важное, что потом мы себе скажем спасибо. Единственное, вот не пытаться, повторюсь, наверное, словно из прошлого повторить какой-то опыт или действовать по какому-то, ну, прежнему уже стереотипу. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, продуктивная неделя, и будьте счастливы и любимы всегда.